Давайте посмотрим, как 9 мая встретили в Киеве. Несмотря на указ президента на отмену этого праздника, ветераны и жители несут цветы к вечному огню в Парке Славы. Напомню, что согласно новому законопроекту, который принял Зеленский, теперь 9 мая – это День Европы, а 8 мая – это День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вот на Ньюсване, Максим Юрьевич, в вашей авторской программе вы приглашали ветеранов, и вы вот рассказывали о том, что вы там наливали, и, к сожалению, я не нашла эти эфиры. Вот хорошее почему-то YouTube не хранит. Да, представить такое сейчас... Мы звания, и концерты сами организовывали, сами ведущие исполняли любимые песни военных лет. Я тогда исполнял самостоятельно песню из Белорусского вокзала, она мне очень нравится. Мы за ценой не постоим. А Червоненко исполнял «Бери шинель, шли домой». Классный концерт получился, людям очень нравился. Вот согласитесь, что сейчас такое представить очень сложно, да, чтобы ветераны приходили на государственный канал Украины и рассказывали о том, о своих воспоминаниях, или вот уважительно так относились к ветеранам со стороны государственных каналов или вот органов власти сейчас. Почему, на ваш взгляд, вот все так кардинально поменялось, и почему сейчас государственные деятели стирают этот великий праздник из воспоминаний людей? Потому что тогда боролись с нацизмом. А сегодня недонацизм – это оплот власти. Поэтому как же она сама против своих скрепов будет бороться? К сожалению, это так. Как это дико не видно и не звучит, но, на мой взгляд, это именно так. Иных объяснений нет. Ну и плюс, конечно же, желание разломать совместную историю всех народов бывшего Советского Союза для того, чтобы максимально задурить еще больше головы гражданам Украины. Уже попытались это сделать с православной церковью. Сейчас перерабатывают полным ходом историю, пытаются ее перемолоть, переломать. Только для этого, потому что общая история, общая победа над нацизмом в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне – это очень-очень серьезный клей, который хотят помножить на ноль. Поэтому здесь попытки, вернее, действия власти очень ясны и понятны. Они рассказывают, что они сносят памятники Ватутину, потому что Россия сейчас воюет с Украиной, но причем здесь Ватутин и современные события. Ватутин, это я как пример привожу. Ватутин, например, освобождал Киев, а был убит бандеровцами в засаде. Я не помню, что бандеровцы освобождали Киев. Я не понимаю, почему Бандере и прочим. Вернее, я понимаю, почему и зачем, и кто это делает. И так далее. Ну, такое, оно все посносится. Что касается того, что люди могут делать сейчас сами, ну, во-первых, помнить, а во-вторых, очень важно рассказывать своим детям, внукам о своих дедах, бабушках, об их прадедах, прабабушках, которые воевали, где воевали, как воевали. Все максимально выдавать на гора, максимально сейчас детям рассказывать их настоящую историю, не придуманную, не эту чушь про День Европы, не эту чушь, придуманную Порошенко о примирении. С кем примирением? С нацизмом? Ну, вот уже попримирялись, что он на шею присел в нашей стране. Я к тому, что это задача родителей сегодня максимально воспитывать в детях гордость потомков героев, героев-победителей. Не у всех воевали, я знаю. Кто-то был тогда еще достаточно молод, юн. Так эти девочки и мальчики были оплотом трудового фронта. Они тыловики, они производили продукцию для фронта такого боевого. Поэтому они точно такие же герои. Здесь нечего стесняться, здесь нужно только гордиться всеми теми, кто выжил в ту страшную войну. Полагаю, так. Вот что нужно делать. Мы, когда еще жили в Донецке, дети наши были маленькие, в обязательном порядке их брали. Мы заезжали, покупали цветов очень много. Ехали в парк Славы, парк Ленинского комсомола, и там вручали эти цветы ветеранам. Потом уже, когда мы 15 лет назад переехали в Киев, они подросли, конечно, но старались сделать и каждый День Победы. Потом участвовали в шествии Бессмертного полка вместе с десятками тысяч киевлян. И это классно. И мои дети знают, где воевал тот или иной их дед, кем воевал, что нацистские твари творили здесь, на территории Украины, на территории России, на территории СССР. Что творили твари-коллаборанты. Все это мы рассказываем. А как же? Мы не хотим, чтобы нашим детям задурили голову говняным героизмом тех или иных полицаев, которые сжигали деревни вместе с людьми или занимались охраной концентрационных лагерей
или помогали ставить опыты над детками, или изымать у них кровь для фашистских воинов. Мы не хотим, чтобы задурили головы. И мы своих детей учим. Так вот, я к тому, что сегодня в любой нормальной семье родители должны поднять информацию о своих предках и своим детям обязательно рассказывать. Даже если по крупицам. Даже если вы сейчас там не найдете орденоносных у вас дедов. Ничего страшного. Не все были героями Советского Союза. Не все получили ордены Красной Звезды, например, за какие-то суперподвиги. Но вклад каждого из тех миллионов выживших и погибших, которые участвовали в Великой Отечественной войне, он неоценим. Нет мелочи, потому что это все дало синергию. Вы извините за лекцию такую, но боюсь, что, как вы правильно сказали, по нашим телеканалам ничего похожего не показывают и не говорят. Так вот, величайший противник Советского Союза тех времен Черчилль преклонялся перед подвигами Красной Армии. Рузвельт вообще в этом смысле был крайне лоялен и к Советскому Союзу, и тем более к Красной Армии. То есть они понимали, что именно Красная Армия сломала хребет нацизму. Не американцы, ни тем более не англичане, не европейцы, которые были захвачены там в течение копеечного времени. Даже какой-то анекдот был, когда немец-малыш спрашивает у деда. Говорит: дед, какой самый большой дом ты видел в своей жизни? Он сказал: да был один дом в Сталинграде. Говорит: а что там, такие большие дома строили? Он говорит: ну мы 2 месяца от одного края этого дома до другого так и не смогли дойти. Дом Павлова. Там, где они так и не смогли его захватить. Бомбили его самолетами, там, пушками, обстреливали и так далее. А он выстоял, и бойцы выстояли. Вне всяких сомнений, 9 мая – это величайший праздник. Это праздник, это день, который дал нам сегодня с вами, Наташа, возможность разговаривать. А вам, уважаемые люди, смотреть нас и разговаривать дома, растить своих детей, заниматься своими проблемами, заботами, любить, ненавидеть, ну и так далее. И помнить это мы обязаны. А потому что радистка Кэт еще в 17 мгновениях весны говорила: без прошлого нет будущего. Вот хотите, чтобы будущее было? Помните о том, что было 9 мая 45-го. Почему 9 мая? Уже заколебали с этими приколами все эти Зеленские, которые придумают, что у нас, оказывается, европейский должен быть день. По нашему времени Украина тогда входила в состав Советского Союза. Украинцы воевали в Красной армии против фашистов и их приспешников. Украинцы внесли огроменный вклад в общую победу, как, собственно, и другие народности СССР. Так вот, разница во времени просто-напросто. В конце 8 мая по европейскому времени и в начале 9 мая по советскому времени была подписана 2-я капитуляция. Почему 2-я? Первую подписать поспешили союзники без участия представителей СССР. Сталин сказал: нет, так не будет, переподпишите. И не просто переподпишите, а переподпишут те ваши выжившие нацистские негодяи, которые остались. И заставил переподписать. И переподписали. И капитуляцию уже тогда принимал с нашей стороны маршал Жуков. Вот. Поэтому и 9 мая. И я не понимаю, зачем трогать эту дату и зачем жопой ерзать. Тем более, если у тебя дед воевал, и ты там фотки свои постил, там, как ты его якобы любишь и помнишь. Зачем это делать? Хочешь историю более честно? Если президент хочет что-то хорошее сделать, то ничего не мешает ему на руках поносить те остатки ветеранов, которые еще в Украине живы. Поднять им пенсии раза в 3, чтобы они уже уходили более-менее хотя бы обеспеченными, будучи всем необходимым. Вот это сделай. И за то спасибо скажут люди. Глядишь, карму добавится. А так все это неправильно. И потом, что за День Европы? Может, кто-то забыл, но вообще-то тогда вся Европа воевала против нас. Практически вся. Да, были достойные, честные люди во Франции, которые объединились, например, вокруг Де-Голля. Были достойные люди в Венгрии, в Югославии, Польше, которые воевали против нацистских завоевателей. Были, несомненно. Но ведь и румыны, и венгры, и норвежцы, которые, кстати, любили в СС входить, и финны, и французы, и чехи. Все они были мобилизованы нациками и участвовали в боях и в карательных операциях против граждан Советского Союза, в том числе против украинцев. Поэтому не надо лезть и ревизовать то, что состоялось и что понятно. И понятно было даже тогда, даже злейшим врагам Советского Союза. Я привел в пример Черчилля. Мы можем сейчас говорить о том, сколько ошибок было допущено в начале войны, сколько людей погибло не за так, сколько
пленено было, а потом погибло. Сколько, да всего сколько, да. Можем, да. 4 года эта беда продолжалась. 4 года. Но по итогу-то она закончилась уничтожением нацистской Германии. Победой над ней, над ее европейскими сателлитами. Разгромом многомиллионной фашистской армии. Единственная страна, которая это сделала. Если кто-то забыл, я напомню, что Второй фронт американцы против немцев открыли уже в конце 1944 года. Там незадолго до победы. Да, все понятно, все надо ценить. Но умалять то, что сделали наши, это просто скотство. И закончится для того, кто это делает, грустно. И вот точно так же история по итогу умалит и превратит писюшку в какую-нибудь или во что-то похожее. Так что с Днем Победы, уважаемые люди. Гордитесь. Хотя бы этим гордитесь. В общем, я уверен, что нас смотрят много достойных людей, но те, которые слишком самокритичны, гордитесь хотя бы своими предками, которые дали возможность сегодня миру выглядеть хотя бы так, как он есть. Потому что не сделав они это тогда, я сомневаюсь, все мы вообще бы о чем-то там разговаривали. Если кто-то думает, что немцы из украинцев и из той прислуги бандеровской, которая их обслуживала тогда, сделали бы своих вечных слуг надсмотрщиков, ошибаются. Пусть внимательнее почитают директивы и дневники того же Розенберга, который был ответственен за расовую политику в восточных оккупированных регионах. О чем говорил Гиммлер? Они к славянам относились как к крайне временному используемым предметам, которые впоследствии будут подлежать утилизации. Потому что их интересовало просторы, это Гитлер писал еще в «Майн кампф», просторы Советского Союза, их интересовал рабский труд. Все, больше ничего. Да и что было бы потом со всей Европой, тоже неясно, непонятно. Те тогда не жалели никого. Они расстреливали чехов, они убивали французов. Я думаю, что и Англия бы грустно закончила, если бы вообще Гитлер бы не отвлекся на Советский Союз, а всей силой своей армады навалился на Англию, то и все. Поэтому 9 мая 1945 года – это день, когда мир обрел право на сегодняшнюю современность и на завтрашнюю будущность. Самое главное для нас сейчас – это детям рассказывать постоянно, чтобы вбивать в их головы, молодые, добрые, и в их сердца хорошую память, гордость, желание не быть обманутыми политиками, которые готовы продать свою историю своих предков ради какой-то понюшки от какого-то босса из-за рубежа. Вот что такое, на мой взгляд, 9 мая. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж
бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон.